Отсюда, от Рыбинского водохранилища, начинается Волга Верхняя. Открываются пути и на Астрахань, и на Балтику. Стоит город Андропов недалеко от Ярославля, близко от Костромы. Раньше назывался Рыбным, Рыбинском. Географическое положение определило судьбу города. Отзвуки далекого прошлого и сегодня еще слышны в некоторых названиях. Правда, от старины их немного осталось. Современники, пожалуй, уже и не вспомнят, когда такие улицы были Крестовая, Стоялая, Инвалидная, была будто бы и Бурлацкая. Ребята, как называется этот район? Скомороховая гора. А почему этот район называется Скоморохова гора? Мальчики, знаете? Нет? И вы, девочки, не знаете? Вы задали очень интересный вопрос. Но Скомороховой горой называется это место лишь только потому, что здесь в свою бытность жили скоморохи, которые занимались развлечением не только местного населения, но и гостей. Вот единственное все то, что осталось с времен Рыбной слободы, это название Скоморохова гора. Впервые Рыбная слобода упоминается в XI веке. А городом она стала в 1777 году по указу Екатерины II. Столицей бурлаков назовут Рыбный вскоре. Станет он перевалочным пунктом для товаров, направляемых со всей Волги в Москву и Петербург. В ту пору купцы решали, каким быть городу. Строили для себя с размахом, мол, знай наших, не лыком шиты, кичась друг перед другом и соседями. Сейчас мы находимся в одном из старейших районов города. Здесь, на улице Казанской, Крестовой, жили хозяева этого города. Купцы, промышленники, богатые судовладельцы. Шли годы. После Октябрьской революции сменились хозяева, сменились и названия. В здании бывшей хлебной биржи долгое время находилась больница имени Пирогова. В будущем здесь разместится речной городской вокзал. В здании костелов находится один из интереснейших городских студенческих клубов. Обычно новые города называют молодыми. Не ошибемся, назвав молодым и этот город на Ярославщине. Техникумы, училища, крупный авиационный технологический институт готовит специалистов и для всей страны, и для местных промышленных предприятий,
каких здесь неожиданно много. Это город рабочий. В первые пятилетки стал он небывалой строительной площадкой. Удивительное время, новые названия, новые имена. Скажите, как история города отражена в названиях улиц? В названиях улиц у нас отражен период революционный, период первых пятилеток в особенности обширно был отражен. Названы в период первой пятилетки такие улицы, как Шлюзовая, Гэсовская, Плотинная, Индустрии, Кимовская. В этот период даже детей называли именами Авангард, Ким, Плотина. И много было таких необычных имен. Газеты 30-х годов. Они летописцы того, как стремительно превращалась страна в индустриальную державу, как небольшой город становился промышленным центром. Освоено производство отечественных полиграфических машин, дорожных катков. Строилась гидроэлектростанция, сравнимая лишь с Днепрогэсом. А потом война, всенародная, отечественная. Для великой победы нужен был великий труд тысячи тысяч на фронте и в тылу. Награды за бой, награды за труд у многих горожан, у десятков здешних предприятий, цехов, бригад. Орденом Трудового Красного Знамени отмечен сам город. Со времен Гражданской небольшой волжский город хранит боевые традиции. Легендарный военачальник Василий Блюхер из этих мест. Чтят здесь и героев Великой Отечественной, среди которых земляки генерал армии Батов, генерал-лейтенант Харитонов. О тех, кто достойно прожил свою жизнь, говорят: он не запятнал имени, или, что еще лучше, прославил его. Тем, кому жить да жить, желают от рождения нести свое имя с честью. Здесь учился Юрий Владимирович Андропов, выдающийся деятель коммунистической партии и советского государства. Уже больше полувека речное училище выпускает навигаторов, механиков, других специалистов. Тогда, в 30-х годах, он был курсантом, как эти сегодняшние ребята. Модель судна, на котором плавал потом после окончания училища Юрий Владимирович, станет еще одним экспонатом мемориального музея. В нем собраны документы и фотографии, рассказывающие о жизненном пути Юрия Владимировича. На судоверфи имени Володарского был он комсоргом ЦК ВЛКСМ. Тогда со стапелей здесь сходили лишь небольшие катера да буксиры. Сейчас судостроительный завод имени Володарского спускает на воду суда типа «Река-море». И вот такие сухогрузы, специально предназначенные для перевозки овощей и фруктов.
Грузовой порт города Андропово питает сырьем здешние промышленные предприятия. Отсюда уходит во все концы страны продукция, часто уникальная. Турбореактивные двигатели для межконтинентального авиалайнера Ил-62М. Их собирают в цехах моторостроительного объединения. Как и моторы всем известного трактора «Беларусь» и снегоходы «Буран». Завод дорожных машин. Из его цехов выходят уже праправнуки первого отечественного катка. Сравнительно молод кабельный завод, но его продукция пользуется неизменным спросом. А оптико-механическому заводу всего несколько лет. Уже сегодня на его самом совершенном отечественном и зарубежном оборудовании выпускаются десятки миллионов линз ежегодно. А вот продукция «Полиграф Маша» штучная. Газета, которую вы читаете ежедневно, почти наверняка отпечатана на одном из таких агрегатов. Перечислить всю продукцию предприятий города вряд ли возможно. Растет город. Расширяются его границы. Появляются новые улицы, новые микрорайоны, новые дворцы культуры, спорта.